Незаметно пролетел второй летний месяц, и у нас накопилась очередная порция медицинских новостей. Но прежде чем мы начнем их обсуждать, хочу пригласить вас посетить наши официальные группы ВКонтакте и Одноклассниках, где ежедневно публикуется масса интересного, полезного и даже загадочного о здоровье человека и окружающем его мире. Сегодня в выпуске. Газировка чрезвычайно опасна для мужчин. Зависимость от приложения Pokemon Go будут лечить в специальных реабилитационных центрах. Созданы кремниевые наночастицы, которые позволяют доставлять противораковые препараты внутрь опасных клеток. И многое другое. Здравствуйте, мои хорошие! Электронные сигареты повышают риск инфекций, так как они повреждают сотни генов, важных для иммунной системы. С таким предупреждением выступили сотрудники Университета Северной Каролины. В частности, страдают гены, отвечающие за иммунные клетки в верхних дыхательных путях – горло, нос, гайморовы пазухи. Обычные сигареты снижают экспрессию 53 генов, важных для иммунного ответа эпителиальных клеток, выстилающих ротовую полость, горло и легкие. А электронные сигареты – 358 генов. Среди них есть и Т-53. Получается, если электронные сигареты и не вызовут рак, эмфизему или хоббл, то проблемы все равно принесут. Сотрудники университета Ноттингема представили уникальный искусственно синтезированный биоматериал для зубных пломб. Он призван обновлять поврежденные зубы, стимулируя генерацию стволовых клеток в пульпе зуба. Известно, под эмалью располагается дентин, который защищает мягкую волокнистую ткань – пульпу. В последней находятся нервные окончания, кровеносные и лимфатические сосуды. Применяемые сейчас материалы негативно действуют на клетки. Поэтому контактировать с пульпой они не могут, и врачи вынуждены либо удалять зуб, либо пломбировать канал. А новый же материал возможно ставить прямо на пульпу, стимулируя выработку стволовых клеток, регенерацию пульпы и дентина. Ученые получили за свою разработку второе место на конкурсе перспективных технологий Королевского химического общества. Петербургские медики считают, что люди, имеющие зависимость от приложения Pokemon Go, могут и должны проходить лечение в специальных реабилитационных центрах. На первом этапе лечения зависимых ожидает консультация с врачом. Комментируют представители реабилитационного центра «Спасая жизни». Такие заявки мы будем переводить напрямую к психологу, чтобы выяснить, наш это клиент или не наш. В любом случае, первично нам нужно пообщаться с зависимым. Медикаментозного лечения игромании не существует, ничего не вводится и не употребляется. Тут затрагивается психотерапия. В свою очередь, сотрудники реабилитационного центра Бехтерева подчеркивают, что принципы лечения не меняются независимо от источника зависимости – наркотиков, алкоголя, игры, пищи. В медицине существует направление фармакопсихотерапии. В его рамках назначаются препараты, корректирующие фоновое заболевание. Потом могут назначаться препараты, помогающие поддерживать эмоциональный баланс, переключиться на что-то другое. Pokemon Go – приложение с дополненной реальностью. Будучи привязанным к геолокации, оно населяет окружающий мир виртуальными персонажами. Их нужно искать, захватывать, тренировать и сражаться с другими игроками. На сегодняшний день насчитывается более 15 миллионов пользователей. Канадская компания Neuralogix разрабатывает детектор лжи для смартфонов. Он пригодится родителям, учителям и тем, кто знакомится в интернете. Программу назвали Transdermal Optical Imaging, а приложение определяет, правду ли говорит человек по кровообращению на его лице. Программа анализирует видео с собеседником, снятое на смартфон, и сравнивает его с нормой. Предыдущие исследования показали, что разные эмоции человека по-разному влияют на кровоток. Так, при гневе кровь приливает к лицу, и человек краснеет. А у человека, испытывающего печаль, кровь, наоборот, отливает от лица. Исследователи отмечают, скорее всего, приложение не сможет с высокой точностью определять, лжет ли человек. Поэтому оно не заменит обычный детектор лжи. И появится программа только через несколько лет.
Газировка чрезвычайно опасна для мужчин. Об этом предупреждают ученые из госпиталя университета Копенгагена. Так, активное потребление колы выливалось в снижение числа сперматозоидов в эякуляте на 30%. Это показало исследование 2554 мужчин, которые пили обычную и диетическую газировку. Когда тем исполнялось 18 лет, проводилась диспансеризация. Было установлено, что количество сперматозоидов у любителей газировки довольно мало, всего 35 миллионов на миллилитр. Для сравнения, у тех, кто газировку употреблял в умеренных количествах, показатель равнялся 56 миллионам. Проблемы начинались, когда человек выпивал минимум литр колы в день. И дело здесь не в кофеине. Однако, какой именно компонент газировки опасен, ученые пока сказать не могут. Но они подчеркивают, активное употребление газировки само по себе свидетельствует о нездоровом образе жизни. А он точно негативно влияет на качество спермы. Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук разработал средство под названием Энцимаб. В его основе лежит гуманизированное антитело против вируса клещевого энцефалита. Уже известно, средство в сотни раз эффективнее, чем сыворотка иммуноглобулина человека. А еще оно не токсично и безопасно. Стандартно укушенному энцефалитным клещом вводят сыворотку иммуноглобулина человека. Данное средство получают из плазмы крови доноров. В итоге, кроме антител к энцефалиту, пациент может получить и совершенно ему ненужные антитела. При этом для эффективной терапии требуются действительно большие дозы сыворотки, что повышает риск побочных реакций. Новый препарат получен с использованием так называемого химерного антитела. Это антитело создано из частей белковых молекул из двух разных источников, к примеру, мыши и человека. Эластичные резинки, имплантируемые в язык, новое средство против храпа. Идея в том, чтобы сдавить язык и не давать ему западать, блокируя дыхательные пути. Сейчас изобретение Advanced Sleep Apnea System тестируют на 50 пациентах в Европе. Оно направлено на лечение апноэ сна. Резинка намного удобнее, чем ношение маски, создающей постоянное положительное давление в дыхательных путях. Новая система представляет собой длинный кусок резинки с петлей на каждом конце. Резинка растягивается и фиксируется в этом положении с помощью пластиковой трубки между петлями. Каждая петля имплантирована в ткань под языком. За несколько дней устройство зарастает, оказываясь, по сути, внутри языка. Так как в основе лежит эластичный материал, устройство не мешает говорить и глотать. Когда через какое-то время пластиковая трубка рассасывается, петли натягивают ткани языка, придавая им тонус. В зависимости от размера языка, одному человеку можно имплантировать до 4 устройств. Тампоны с коноплей – новое средство против менструальных болей. Конопля уже прочно укоренилась в медицине. В частности, ее используют люди с болевыми синдромами. А теперь обезболивающие свойства конопли заинтересовали гинекологов. Были созданы тампоны с коноплей, обещающие избавить от менструальных болей. Внешне изобретение For Your Relief больше напоминает крупные капсулы, но используется оно как обычные тампоны. По словам разработчиков, облегчение наступает довольно быстро, в течение 15-30 минут после введения во влагалище. Основа For Your Relief – масло какао. В него добавлены тетрагидроканнабинол и каннабидиол. Вкупе они дают максимальное расслабление и обезболивание без характерного наркотического эффекта. В теории, заявляют ученые, если подобный метод обезболивания действительно сработает, его можно применять и для анестезии родов. Московский государственный университет вместе с немецкими учеными создал кремниевые наночастицы, которые позволяют доставлять противораковые препараты внутрь опасных клеток. После того, как частицы проникли внутрь, они начинают быстро разлагаться, не накапливаясь в организме. Помимо метода доставки, частицы можно применять и в качестве диагностического метода. Им под силу самостоятельно находить злокачественные опухоли и убивать их. Что важно, в отличие от частиц золота, серебра, оксида титана, селенида, кадмия, кремниевые частицы не остаются в теле и тем самым не вызывают побочных эффектов. Более того, кремний весьма полезен. При распаде образуется кремниевая кислота, необходимая организму для укрепления костей и роста соединительных тканей. На сегодняшний день частицы опробовали на клетках рака груди. Так, в первые 5-9 часов наночастицы оседали на клеточных мембранах. В последующие 24 часа они проникали внутрь
и начинали разлагаться, выделяя лекарства. На 13-й сутки частицы полностью распадались. Если у вас болит спина, то робот-массажист может исправить ситуацию. Сингапурская компания A-Treat представила робота Эмма, призванного помогать лицам с мышечными болями и травмами. Эмма – роботизированная рука с напечатанным на трехмерном принтере массажным наконечником. Также к ней прикреплена камера. Сейчас система проходит испытания в медицинском центре, который занимается спортивной реабилитацией и лечением болей. Примечательно, робот способен производить манипуляции, прописанные и стандартным физиотерапевтом, и врачом традиционной китайской медицины. То есть он выполняет спортивный массаж и знаком с акупунктурой. Это прекрасное решение для центров с большой проходимостью пациентов. В системе робота можно найти множество программ, подобранных для конкретных травм. У робота есть сенсоры давления, что гарантирует комфорт и безопасность пациентов. На сегодня это все. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках, ссылки на которые будут в описании к видео. Здоровья вам!